Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Подписывайтесь на нас здесь или на Рутюб, или в ВК-видео, или на Дзене, если вам так удобнее. Подписывайтесь, ведь нам с этим жить, с этой бытовой техникой. В частности, кого-то после этого видео точно ожидает совместная жизнь вот с этой духовкой Петрика. Посмотрите на нее для начала, потому что бытовую технику, как ни крути, мы любим сначала глазами. Для духовки это особенно актуально, потому что на кухне она всегда на виду. В целом, хорошая современная классика такая в смысле дизайна. Черный цвет, зеркальные фронтальные панели, полностью сенсорное управление с дисплеем, нет никаких кнопок, регуляторов, ничего не нарушает эстетику минимализма. Ручка дверцы очень круто выглядит, круто сделано, что явно добавляет такой красивой духовке еще такой флер мягкой, без перебора премиальности. Духовка человека с хорошим вкусом на кухню с современным дизайном, так бы я все это финализировал. Кстати, вкус хороший, это же не только про эстетику, это еще и про еду. Хорошо бы она была вкусной, правда? Вообще всегда. И вот за время, пока длится видео, мы приготовим в этой духовке вкуснейшую, я на это надеюсь, утку на вертеле. Вот она, моя хорошая. До приготовления смазываем разными штуками, которые, я верю, сделают ее, реально объедением. Вот они уже подружились с вертелом, и мы все это в духовку ставим. Используем специальный режим гриль с вертелом. Птицу можно предварительно немного подержать в духовке без вертела, потомить, чтобы стало мягче. Вообще рецептов много в интернете. И пока все это великолепие готовится, я вам расскажу главное об этой духовке. Сначала несколько слов про бренд Петрика. Он новый, российский. Причем, и это очень интересно и круто, бренд не московский и даже не питерский. Бренд появился в Преамурье, в Благовещенске. История вот какая. Компания местная занималась производством кухонь, в том числе под ключ со встраиваемой техникой. Вот сразу, да? Потом рынок по известным причинам изменился, западные бренды то ли ушли, то ли не совсем, но это все техника встраиваемая стала параллельным импортом. Стали возникать проблемы с логистикой, с комплектующими, с гарантийными обязательствами. А там же рядом Китай, в Благовещенске. И логично, что в Гуанчжоу на том же заводе из тех же комплектующих, что и для многих других брендов известных, стали производить технику Петрика, встраиваемую для российского рынка, русифицированную, нет проблем с запчастями и гарантией, она 3 года, кстати, от бренда. И при гарантийном случае производится замена техники на аналогичную новую в кратчайшие сроки, так обещают. Это избавляет от долгих диагностик и ремонтов техники по гарантии. Сначала техника Петрика распространялась регионально, но теперь, например, и в Москве ее можно купить. Оставим ссылку полезную в описании видео. Ассортимент Петрика: электрические духовые шкафы, электрические варочные поверхности, вытяжки, будут газовые варочные поверхности также. И вообще, надо думать, будет расширяться. Все, встройка — это же еще холодильники и посудомойки, например. Ждем. Пользователям от этого только лучше. Вернемся непосредственно к духовке Петрика. Об управлении я уже сказал. Сенсорная, дисплей, гладкая панель, которую легко содержать в чистоте. Просто протер и все. Грязь вокруг кнопок, вокруг регуляторов поворотных не скапливается, потому что их нет. Тут довольно много режимов нагрева, 17. Не факт, что все будете использовать, смотря насколько вы любите кулинарные эксперименты. Но смотрите, для вертела есть специальные режимы, даже 2. Гриль с вертелом, который мы используем, и аэрогриль с вертелом. Первый как раз для птицы целиком, для кусков мяса, рульки. Второй же, когда работает вентилятор, еще самое то для быстрого такого подрумянивания разных продуктов. Но тут можно и нужно экспериментировать. Кулинария ведь это великолепная возможность для творчества и экспериментов. Отмечу реальную конвекцию. Она тут есть. Это тен вокруг вентилятора, да, нагреватель еще специально. Это позволяет готовить сразу на нескольких уровнях за счет такого эффективного реально распределения горячего воздуха
по всему объему духовки. А он, кстати, не маленький, 75 литров. И делать это можно быстрее и даже несколько с меньшими температурами на 10, 20, 30 градусов можно снизить в сравнении с тем, что есть в рецепте, а значит экономится электроэнергия. Сюда же к экономичным режим приготовления эко можно отнести. С его помощью можно полноценно готовить, и работает также вентилятор и кольцевой нагреватель. Плюс используется так называемое остаточное тепло. Два режима гриля для продуктов, ну вот кусков мяса, рыбы поменьше или побольше. Ну и классика, подходящая для самых разных кулинарных задач. Нагрев снизу, сверху, сверху и снизу одновременно. Режим для пиццы. Я бы его рекомендовал для замороженной пиццы, ну, например. Но попробуйте и обычную испечь. Почему, собственно, нет? Круто, что есть специальное меню дополнительных таких полезных режимов. Размораживание, бережное, вот когда происходит обдув продуктов воздухом, ну, комнатной температуры. Разогрев и подогрев блюда готового. Можно его и для подогрева тарелок использовать. Температурные установки от 50 до 80 градусов. Сушка, выбор температуры от 45 до 70. Очень пригодится тем, кто делает заготовки на зиму. Ну и вообще сушеные или вяленые помидоры, например. Вкуснотища. У меня мама любит делать. Но у нее урожай большой, так что используют и духовку, и отдельный дегидратор, там сушилку. У нас, кстати, есть видео об этой технике про дегидраторы. Посмотрите, там тоже интересно. Ссылку оставим в описании видео. Для кулинарных экспериментов и разнообразного меню интересен еще режим «Русская печь». Это своего рода томление при температуре от 85 до 140 градусов. Можно включить режим, и он будет работать долго, аж до 74 часов. Мне вот сразу на ум щи приходят, можно же их приготовить, да, в этом режиме и оставить на сутки, например. Только посуду соответствующую не забудьте. Пишите в комментариях. Кстати, интересно реально, что бы вы готовили, ну, в таком вот режиме, по сути, в таком современном аналоге русской печи. Термощуп, он есть в комплекте этой духовки Петрика, что, ну, как раз подтверждает ее такую топовость. Ну и опять же, это круто для любителей готовить. Тот же розбив идеально, быстро и без усилий готовится в духовке, вот как раз при помощи термощупа. Он контролирует температуру внутри мяса, и когда она, ну, достигает нужной, например, чтобы мясо внутри осталось розоватым, это около 65 градусов, приготовление завершается автоматически. Не нужно ничего там вилкой протыкать, проверять, портить блюдо, которое теряет сок. Нет, с термощупом не теряет. Автопрограммы для приготовления разных продуктов и блюд. Тут смысл как раз в том, что если вам лень, если не очень вы хороший повар, если надо быстро что-то вкусненькое сделать, там, не знаю, к приходу гостей, вот эта автопрограмма — это самое то. Выбирайте продукт, способ приготовления, вес где нужно и все. Просто помещаете продукты в духовку, которая знает, какие нужны настройки нагрева, температура, сколько по времени готовить. На выходе готовое блюдо. Есть автопрограммы для мясных блюд и птицы, для рыбы, овощей, десертов, ну, сладкой выпечки и хлеба отдельно. Ну, опять же, можно экспериментировать. Знаете, даже готовка с автопрограммой, мне кажется, может в итоге, ну, открыть в вас такой интерес к кулинарии, к приготовлению разных вкусных блюд. Раз, другой на автопрограмме, а потом уже сами пробуете со своими настройками, вот чтобы точно под ваш вкус. Кстати, свои настройки можно сохранить, чтобы потом использовать. Есть для этого раздел «Персональное меню», в нем сохраняются разные свои алгоритмы приготовления, рецепты. Ну и потом быстрая активация, когда нужно. Если вернуться еще к управлению, то тут можно управлять духовкой со смартфона. Не делаю на этом какой-то супер акцент, потому что, ну, не уверен, что все прямо бросятся. Но вчера вот реально у меня была ситуация. Собрался в спортзал и вдруг понял, что когда вернусь, есть нечего. А после зала, ну, сами понимаете, хотелось бы, да? И
пригорюнился, значит, но потом все придумал. Поставил на 1,5 часа запекаться курочку при 160 градусах. Ну точно же, да, все нормально будет. Ушел, благо зал у меня рядом на первом этаже. И вернулся, и все нормально пообедал. Но у меня вот самая простая духовка без интернета и даже без таймера, как это неудивительно. А представьте, как вообще не возникло бы вопросов с приложением, да? В любой момент все под контролем. Выключил, потом еще к своему приходу подогрел курочку, да, и все это со смартфона контролируется. Красота! Приложение называется Smart Life, и основные настройки работы из него доступны. Напишите в комментариях, нужно ли вам удаленное управление духовкой. В комплекте с духовкой есть телескопические держатели противня. Их можно установить на нужном уровне. Они легко снимаются, переставляются. Есть решетка для запекания, противень, про термощуп и вертел мы уже говорили. Скоро, кстати, узнаем, что там с нашей уткой на вертеле, какой она получается. Внутри духовки эмалированные поверхности, что облегчает в некоторой мере очистку. Но если сильно забрызгали, то лучше, конечно, не запускать и сразу, как только остынет духовка, все чистить. Металлические уровни противней здесь съемные, так что можно легко все содержать в чистоте. Можно, кстати, налить воды в противень, температура 60-100 градусов, на 30 минут, и потом будет сильно проще удалить загрязнения. Это если уж они так подсохли хорошо. Дверца духовки – это важный момент тоже. Можете еще раз на ручку полюбоваться. Она такая реально красивая. Люблю такой дорогой металлик, так бы я это назвал. Сама дверца с доводчиком. Работает доводчик в обе стороны, то есть плавно и закрывается дверца, без хлопков, которые могут испугать и повредить сам прибор. И плавно же открывается, что тоже дает дополнительный такой комфорт использования. Дверцу несложно снять, если это нужно, если нужно привести в порядок, если жир какой-то затек между стеклами, снять ее можно без использования дополнительных инструментов, также и на место ставите. Плюс съемные стекла, опять же, удобно все в чистоте содержать. Ну и само собой, поскольку духовка все-таки топовая, здесь мы имеем 3 стекла, это эффективная теплоизоляция прежде всего, да, то есть безопасность, потому что никаких ожогов в случае прикосновения к наружному стеклу. Ну и минимизированные теплопотери, что важно для кулинарных процессов и энергоэффективности. Ну что, смотрим, как там наша уточка на вертеле, которую для истории фиксирую, мы приготовили в духовке нового российского бренда Петрика в режиме гриль и вертел. Посмотрите на нее. Во-первых, это красиво. Достаем красивую и, видимо, вкусную утку из красивой и современной духовки. Вот вам целая такая, смотрите, румяная, аппетитная, а вот вам уже порезанная, чтобы было понимание, что мясо, грудка пропеклась. Оно сочное, кстати, и очень вкусное. Я вообще люблю запекать уток, гусей. Это такая моя еда. Преимущества приготовления с вертелом очевидные. Все само работает, вращается. Не надо переворачивать птицу или мясо. И удобно иногда поливать чем-нибудь, для сочности и корочки поджаристой. В общем, зачет за утку в духовке Петрика. Тостер рекомендует эту духовку. Красивая, современная, высокотехнологичная, да еще бренд российский из Преамурья. Духовка отличная, вертел, термощуп, много разных режимов нагрева, есть реальная конвекция с кольцевым теном, есть специальные функции, например, сушка продуктов или режим томления русская печь. Есть много автопрограмм, которые облегчают приготовление, реально множество разных блюд. Телескопические направляющие, съемная дверца с доводчиком, сенсорное современное управление, дисплей, даже со смартфона можно ее управлять. И объем большой, 75 литров, даже утка или гусь побольше нашей поместится. В общем, вполне себе топ. Тем более, что и кулинарный эксперимент наш, как видели, вполне удался. Пишите в комментариях свое мнение. И это еще не все. Скидка для наших зрителей целых 15% по промокоду TOSTER15 до конца этого года действует при покупке любой техники Петрика на официальном сайте бренда. Отлично, кстати, там же можно еще и комплекты прям подобрать на кухню. Духовка, варочная поверхность, вытяжка. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсаций, зато подробно рассказываем о том,
как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал здесь или на Рутюб, там мы тоже тостер. Делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите также на сайт toster.ru, есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК. Там, кстати, не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!